Друзья, всем привет! Давно вас не слышал, не видел, ничего не делал, извините. Был обеспокоен тут своим мотором в Жано. Но вопрос решился. Если кому интересно, буквально через несколько минут я расскажу, в чем была проблема. Значит, также сегодня вам подготовил обзор достаточно интересной лодки Westerly Convoy. Где-то в районе 24-25 тысяч. Ее надо почистить, но у нее там свежий мотор, неплохая лодка. Обзор, значит, будет. Давайте ближе к концу. И также подготовил для вас обзор рынка. Ситуация сложилась такая, что нет-нет, но к началу сезона цены немножечко перестали быть зашкаливающими. И кое-что все-таки можно подобрать. Также есть парочку вариантов, которые я уже делал обзор раньше, но которые до сих пор доступны, и о них я вам тоже постараюсь в процессе рассказать. Ну что ж, приступим и вперед. Так, ребята, все видели, как нас буксировали. В общем, и шло очень много дебатов на тему мотора, Перкинсона и что вообще произошло. Я желаю рассказать, наверное, я не супер техничный специалист, просто расскажу историю. Не знаю, на что вы в это время будете смотреть. Соль заключалась в том, что поднялись очень сильно обороты, вообще со всех щелей масло полетело. И были, конечно же, сразу предположения про голову, потому что в антифризной части было немного масла. Вот так вот это выглядит, вроде бы как наперь грязь, но вроде и масло. Плюс антифриз куда-то уходил, такая сразу была опаска. Но пришел такой вот классный английский специалист. Я разобрал систему кулинга для того, чтобы ее все перечистить, конечно же. Он сказал, точнее, имейте в виду, что если механический насос стоит вот здесь вот, Перкинс, стоит механический насос вот здесь вот, с той стороны его омывает масло мотора, а с этой стороны топливо. И поэтому, когда он вынюхал в системе масляной именно топливо, он определил, что это насос механический. Где он тут у меня лежит? Выглядит он вот так. Это не суть важно, как он выглядит. Там лапка его качает, а здесь мембрана внутри. И вот мембрана прохлаждается и соединяет систему топливную с масляной. Отсюда в масле поднимается уровень, и топливо фигачит в масло. Так что, еще раз говорю, имейте в виду, если у вас есть механический вот такой вот насос подкачки, то вот такие могут быть сложности. Пока, наверное, все. Будем продолжать. По мотору разобрались. Сейчас мы ходим, тестируем. Не очень много у нас наката, но находимся мы на острове Закинтус. Кстати, тоже приятно, что ребята, которые нас смотрят или как-то там увидели, мы встречаемся сейчас с многими по пути, кто тут чартерит, либо мимо проходит. Поэтому, если вы тоже где-то в районе Ионики, пишите, не стесняйтесь, встретимся. Или если у кого нету, или не на чем походить, присоединяйтесь. У нас на данный момент носовая каюта свободна, а буквально там через пару недель и задняя освободится. Малышка поедет делать себе прививки. Значит, начнем с Фейсбука. Давайте так. Что у нас в Фейсбуке? Выскочил совсем недавно очень неплохой вариант, который мне очень симпатизирует. Это лодка. Вот с конца она нужна. Вот это. Написано Colvik Atlanta 31. Но, как мы видим, достаточно высокая рубка. Стоит она 14 тысяч. Честно сказать, вживую я ее не видел. Находится на Левкосе у нас тут рядышком. Значит, поэтому, если вас это интересует, то можно сходить посмотреть. Вот такой вот высокий формат, кетч. Вот телефончик. И, кстати, все, кто уже не первый раз смотрит, все ссылки будут в нашем телеграм-канале Yacht Family. И ссылка будет в описании на сообщение в Телеграме, да? Первое. Второе. Вот такой спортивный катамаран.
просто невозможно пройти мимо катамарана. Возможно, вам нужен катамаран исключительно вот так вот погонять. Стоит он всего 7,5 тысяч. Вот такая история специфическая. Далее, вот это Бавария 7 года, 30-я. У нее 2 каюты, очень хорошее состояние, и на нее есть обзор. Обратите внимание, видео называется «Обзор Баварии 36», и там вот есть 30-я в том числе. У нас на канале продает ее англичанин Бен, который здесь занимается, так сказать, чем он занимается? Ну, активным отдыхом на яхтах в том числе. Он продавал 36-ю, 36-я продана, а 30-я у него осталась. Хорошая лодка. Не знаю, считаю, что если вы хотите что-то свеженькое, двухкаютное, то это вариант. Вот такая у нее сейчас цена. Я думаю, его еще можно поторговать. Если что, обращайтесь. У меня есть его контакты, и в целом мы с ним на связи. Хорошая лодка. 36-ю выкупили, и, по-моему, даже пытаются сейчас перепродавать просто на 15 тысяч дороже. Больше 30-ок 7-го года я не видел, поэтому считаю предложение достаточно интересным и выгодным. Вот здесь вот продает кто-то из наших соотечественников, Александр Морозов, где-то из бывшего СНГ, 331-ю Баварию. Она мне симпатизировала тем, что вот она как 36-я, трехкаютка, как 36-я Бавария. Чуть-чуть дороже. Он за нее просит, по-моему, в районе 50 тысяч. Но, опять же, все равно вариант пообщаться. Ту продали, по-моему, за 45. Пообщаться, поторговать. Да, 48 он просит. Нет, вполне себе нормальные деньги. Вполне себе нормальные деньги. Видите, есть холдинг танк 80, 300 литров. Ну, хорошее состояние. Написано. Едем дальше. Считаю, что вариант. Ребята были здесь зимой. Паркер 31. Обзор на эту лодку также есть. Сейчас она находится, как написали они уже здесь на Фейсбуке, я случайно их нашел, в Мармарисе. Лодка достаточно интересная на свой небольшой размер. Ну, прикольной вместительностью. Там такая задняя каюта. Не оставили здесь фотографии, ничего. Но, опять же, на канале есть обзор. Паркер 31. Подгуглите, и вы найдете. Такие вот дела. Привели ее в порядок. Дошли отсюда. Они полгода не плавали, поэтому в хорошем состоянии. Неплохой у них... Ну, в общем, якорь, солнечные панели, там достаточно всего. Есть радар, то есть хорошие компоновки, классная лодка. Так, ну вот, хочется предупредить, конечно, что и на Фейсбуке, и на Энауте нередко бывают объявления, которые, ну, кажутся впечатляющими. 50-я Бавария, двухрулевая, 54 тысячи. Будьте внимательны, это, возможно, скам. Вот, зарегистрировался на Фейсбуке в 23 году. Вероятно, это не очень правда. Так что имейте в виду, имеет место быть. Но все ссылки будут, это есть. Проверять надо. Считайте, что как бы варианта нет, пока вам не ответили, что он есть. Дальше. 1988 год. Фантом 34. Находится он здесь у нас тоже в Греции. Вот такой вариант. Несколько кают у него. Довольно симпатичный мотор. Свежий. За 33 тысячи. Вот это стоять за рулем, широкие ноги, очень удобно, конечно. Прорезано. Может быть, сидеть не очень, но вот стоять очень удобно. Наверное, центральный кокпит, да? Ну, посмотрите. В описании особо ничего нету. Еще дополнительно 4-лошадиный Меркури. Связывайтесь с владельцем, либо пишите, поможем вам с коммуникацией здесь по Греции. Дальше. Это откуда у нас попалась такая интересная штука? 35 тысяч стоит.
Ладно, не наш формат, мы о сейлинге. Хотя я лично сейчас в последнее время считаю, что если вы хотите плавать между островами, то такая яхточка в одну каютку может быть очень даже прикольной. Двигаемся дальше. Из общих генераторов вот таких вот, как крупных агрегаторов с платным размещением, я вот очень люблю Yacht-All. Не Boa 24, там не Yacht-World, а вот именно Yacht-All. Не знаю почему. И вот здесь вот мне попалось несколько вариантов по миру. Данная лодка находится в Италии, в Сицилии. Стоит 30 тысяч. 35-й классик написано. Центральный кокпит, задняя каюта. Какой-то старенький мотор. Мы видим динги, боковая кают-компания, боковое размещение. Туалет, душ, прорези внизу есть. Большая носовая с высоким таким заходом. Боковая шконка задняя. И большая задняя каюта. Похоже, еще с отдельным своим туалетом. Да. Вот такой вариант. Хорошие свежие приборы Raymarine. Автопилот. Ну, вариант интересный. Смотреть его можно. Сицилия. Раз. Два. На этом сайте 43-я Gypsy. Первый год. Янмар у него стоит. Находится Пелопоннес, Греция. Два руля. Приборы предыдущего поколения, но свежий чарт-плоттер. Вот такой вариантик. Четырехкаютка с боковой передней каютой. Это как было Holiday 42. Ничего. Выглядит все довольно симпатично. И как бы два руля. Вот какой красивый это пропеллер. За вентилятор меня тут сейчас прикончит. Два туалета мы видим. Да, боковая четырехкаютка. Боковая двухъярусная. Первый год. 77 тысяч. Да. Немножечко плюс 10 тысяч примерно. Но в целом сейчас двухрулевое в 2000-х годах практически ничего не найти дешевле каких-нибудь 90 тысяч. Естественно, там 42 плюс, 43 плюс, такие вот варианты. Смотрим дальше. Вот это интересная Gemini 2000 года за 85 тысяч. Это небольшой катамаран. 33 фута. Достаточно интересная у него компоновка. У него Янмар 30 лошадей, один. Вот. Но, опять же, этих лодок в Европе дешевле 100 тысяч я не видел, даже 120. Лодка хорошая, удобно ей маневрировать, причем она стабильный, размер такой небольшой, достаточно вместительная. Да, вот планшетик они тут поставили вместо карплотера. Закрытые тены, но есть радар, лебедки, все дела, паруса. В общем, это американский вариант. 105-й Gemini на 30-м Янмаре. А там есть еще, который ходит на навесном бензиновом моторе. Кают-компания, туалеты в поплавке, в другом рундук просто такой технический. И вот эта каюта, мастер-каюта, она находится как бы между поплавками в носовой части. Видите, достаточно квадратная, обширная, одна. И вот там вот сзади есть еще одна гостевая. Вот такой вот вариант. Довольно интересный, на мой взгляд.
Вот такой вот вариант. Находится он, если не ошибаюсь, тоже в Греции. Да, где-то около Афин. Вот видите, даже 3, да? Одна центральная мастер и 2 задние каюты. Трехкаютка за 85 тысяч. Это вариант. Океанис 37, 92 тысячи, 2011 год. Добавил я его сюда, потому что просто очень свежий. 11-12 год. Опять же, что еще такого найти? Ну, та 30-ка за 42 тысячи. 2006 год. Здесь 12. Если вы ищете что-то небольшое, свежее, вот, возможно, такой вот вариант. Находится на Крит, Греция. Даже какая-то микроволновка есть. Приборы такие, конечно, в возрасте. Ну, все чистенькое. Трехкаютная версия. Как говорили уже, что свежие лодки значительно более вместительные, имеют больше жилого пространства за счет больших кормовых частей. Видите, как все просто хорошо, чистенько, симпатично. Далее. Эллон 434, 95 тысяч. Кажется, немного дороговато, но Хорватия, 2 руля. Опять же, то, что я говорю, что 2 руля уже сложновато что-то найти, меньше 85-90 тысяч. Это еще 2007 год. Но еще был Эллон, кстати, в Турции, тоже в пределах тех же денег. Тот же Эллон. У этого вроде бы какие-то из нюансов, что у них какие-то там ступеньки есть внутренние, пол, не ровные, а как бы с перепадами. Там кухня выше, это ниже. Где-то отыгрывали они какое-то расстояние. Но все равно вариант, как мне кажется, считается интересным, свежим и находится в таком, ну, доступности в Хорватии, да, к которому можно добраться. Так, Махе 36 стоит, сейчас мы запаркованы на Закинтосе, и вот прямо перед нами такой же стоит Махе 36, Фонтан Пажот. Классная, на мой взгляд, классная верфь. 100 тысяч за 2008 год. Опять же, за всякое старье 80-х годов просят по 85 тысяч, там вообще глаз не моргает у людей. Поэтому Махе считаю интересным вариантом. Он, наверное, как близкий к прямому конкуренту вот предыдущего катамарана, который мы с вами видели. Но чуть побольше. Видите, BNG, полный комплект у него достаточно свежий. Приборы. Внутри практически ничего не показали, все надо выяснять. Страховка это, кстати, не отвечает. Находится Франция, Майот. Уплаченные ваты даже есть. На этом сайте скам в меньшей степени, потому что размещение здесь платное. Двигаемся дальше. Это испанский всем известный сайт Corsas des Barcos, но у него есть как бы международная, да, Энауте. Ренов в Лаке в Греции находится, 20 тысяч. Опять же, вот тот Вестерли, который я вам покажу, обзор попозже, он стоит подобные деньги, но он больше по размеру, 36 футов и свежее на 10 лет. Ну, как бы надо понимать. Ренов. Такой же, по-моему, продавал парень. Никто не заинтересовался этим объявлением. Неинтересно, убираем его. Бавария. Обзор, не обзор без Баварии. Вон, Бавария 340 Лагуна. Греция находится.
Фотографии какого-то очень плохого качества. Будьте еще раз внимательны. На этом сайте скам достаточно и возможен. 32 тысячи. Находится в Греции. Ссылки будут в телеграм-канале Yacht Family. Колвик Контес 33. Интересная лодка с хорошей вместительностью. Причем Сандайсер, я его видел. Он ходит здесь тоже по островам. Вижу его нередко. То там, то сям. Такой какой-то мотор у него. Из стареньких. Большая эти какая-то... Это передняя, наверное, каюта или задняя. Ну, у Контеса классная прямая каюта. Прямая каюта всегда круто. Центральный кокпит. Динги с моторчиком. Обогреватель. Газовый, похоже. Тены. Все зашито, закрыто. Автопилот. В общем, все, что есть. Да, видите, это задняя была Double Bed. И передняя. И 2 туалета. Центральный кокпит-локер. Вот такое расположение. За 35. Эллен 43, 45 тысяч. Греция. Смотрим. Вообще 2 фотографии. Цена и длина. Больше нам про нее ничего не известно. Океанис 43, 89 года. Аналогично. Цена, длина и компоновка здесь показана. Больше ничего. Греция. Бенету Океанис. «411 клипер». Ребята в Левкосе ходят на таком. В прошлом, пару лет назад покупали даже дороже, чем 65. Но, опять же, еще раз говорю, совершенно непонятно, есть ли на самом деле все эти лодки. Сайт с бесплатным размещением, могут быть варианты. И такой вот катамаран 65-91 год. Мальдивы, фонтан пожжет. Если не ошибаюсь, у него как-то там раздельные входы. На вид все вполне у себе ухожено. Да, вот такой вход и 2 поплавка вправо-влево. Подвесная 30-ка. Вот так вот заходит он. Аскетичный такой. Но имеет все плюсы. О, можно найти с автомобильной, с грузовика, видите, как под... Чтобы крутить было удобно быстро, влево-вправо. Еще гидравлический руль. Все дела. Не знаю, плюсы это, минусы. Напишите, если вы знаете. Вот так вот гидравлика сделана, автопилот подведен. Солнечные панели показаны. Ну, фотографий много. Возможно, вариант присутствует. Небольшие деньги за катамаран 91 года. Это что такое? Это подсветка. Да на, ой, ё-моё. Какая красота. Да, есть зарядка, это важно для отдельной фотографии. Ну, неплохой. И переходим к внутреннему сайту греческому Carger. Я ничего не знаю про Торнителлу, но вот ребята как-то интересовались, и они прям как фанаты горели этим. Ну, и я увидел 38-ю Торнителлу всего за 14 тысяч и посчитал, что, наверное, стоит вам ее показать. Передняя и задняя каюта, Перкинс 25 лошадей, выглядит как нуждающийся в каком-то замене как минимум резинок. Туалет, душ, неплохие приборы Реймарин везде, выглядит все достойно. Боковая кают-компания, хороший проход.
Вот, видите, здесь управление интересное под флайбриджем, ну, под жестким переходом, да? Да, наверное. С свежими приборами ремаринскими. Площадка задняя плоская, очень красивая для отдыха. Вот такой вариант. Написано, пожалуйста, пользуйтесь, готово к хождению. Далее, Olympic Carter 39. Лодка по своим очертаниям схожа с той лодкой, что я покупал первый. Volvo у него D2 на Sail Drive. 600 часов недавно заменен. Но это 74 год. 16 тысяч. Опять же, две фотографии. Это же какое-то чудо, но вполне возможно греческая, опять же, история. Всего 16 тысяч. Ссылки все в телеграм-канале. Жано 86-й. Это интересная лодка в своей внутренней как бы компоновке. У нее, если не ошибаюсь, она трехкаютка, ну такая достаточно маленькая носовая каюта. В прошлом году у меня есть обзор на человека, который, ну, на лодку такую же покупал в прошлом году там за 16, по-моему, и за 15 взял. Сейчас, видите, 24 стоит на румпеле. Это не эта же лодка, я имею в виду что-то подобное. Вот. Кают-компания. Мотор. Очень старый карплотер. Не солнечные панели. Она мощная лебедка. Единственное, что... Да, видите, трехкаютка. Ну, я вам скажу, передняя там просто гнездо. Вот, поэтому, ну, самая бюджетная и маленькая трехкаютка, которую, наверное, можно найти. Моди 79 с большой задней каютой, с проходом, с отдельными двумя санузлами, 26 тысяч. 26 тысяч. Хочу обратить ваше внимание, вот такой брокер есть сейчас, появился, Нинос Сея. Ребята вроде лазят и то ли выкупают их, то ли договариваются с продавцами. Ну, в общем, совершенно не факт, что лодка точно есть в наличии. Вроде как сильно предварительно они их выбрасывают в интернет, а потом, когда вы уже интересуетесь, начинают вести переговоры на эту тему. Поэтому будьте внимательны, связывайтесь и общайтесь. Опять же, если нужна какая-то помощь, обращайтесь. Контакты ребят у меня есть все, мы с ними на связи, но я с ними не работал. 320-я Бавария 91 года, от них же. То есть очень много вкусных всяких разных вариантов сейчас на CarGR от них, но, как я сказал, большой вопрос по всем этим предложениям. Это Бавария 340-я Лагун 34 тысячи. Made in Sweden. Что за глупость? Так. Бавария 41 97 год. Версия 4-каютная с 2 туалетами, как показано, за нормальные деньги. Сейчас уже, я говорю, такие варианты уже не находятся. Тут вроде бы еще что-то проскочило. Опять же, будем надеяться, что он в наличии есть. Все написано, что все нормально, все работает, все можно двигать. Поэтому обратите внимание на вот такой вариант. Самый, наверное, дешевый 4-каютный. И последний на сегодня Океанец 46, 80 тысяч. Вот так вот у него 4 double bed, 2 санузла. Выглядит достаточно симпатично. Одно не могу понять, там 2 руля или 1. Отсюда не вижу. Перевод, непереводимая игра каких-то слов. Находится в Греции. Ну, а сейчас перейдем к нашему обзору. Итак, Вестерли Корсар
сожалению, сегодня я совершенно забыл стадик, поэтому немножко с трясущимися руками посмотрим сей экземпляр. До 90-го года где-то близко. Такой вот телечек. Тоже, да, считается шпармованный, но вот ниже у него соединение. Есть парочку. А тут, видите, запенили, даже специально законсервировали. Тут есть, слой за слоем накладывали, чтобы почистить. Ну, корпус вот здесь вот дэмэджи были. Здесь вот были небольшие дэмэджи. Ну, короче, по бокчине она протянули ее. Там киль, соединение сопливит, но в целом, учитывая, что эта лодка стоит, наверное, пару лет здесь, 3, может, 4-5 даже, вот так вот. Прямой вал. Вот такой перо руля. Погнали наверх. Вот такой нескользячка в таком состоянии. Никто ее не накрыл. Подогрелась. Одна солнечная панель. Маленькая совсем. Прямо над головой гик. Парус мачте, может быть, еще и выжил. Ну, кстати, закрутка мачты, это, наверное, приятно и прикольно. Ну, а так, конечно, вопросики. Весь бегущий такелаж. Помойку. Недурная лестница. Если там есть куда всунуть ее. Низкозячка в помойку. Передний парус, по крайней мере, по солнцезащиты в помойку. Здесь консервацию какую-то проходила она. Говорит, always new, говорит. Я не могу. Ну, закрутка ничего, выглядит хорошо. Парус выглядит ужасно. Передний парус, не знаю, может 800. Примерно так. Якорного ящика нету. Где там якорь внизу? Кнопки есть. Якорь есть. Так себе якорь. Не брюс, не плуг такой, как он, адмиралтейский практически. Ванты хорошие, такие крепенькие. Ванты знатные. Мачта вроде бы тоже ничего. Радар. Как говорит Рэббит, 25 штук. И вроде как даже под, типа, не пытайтесь двигаться. Ну, посмотрим, что внутри. Должна быть обширная задняя каюта. Мотор на не дизель. Это на базе Куботы моторы. Здесь автопайлот какой-то есть. Такая штука у меня тоже есть. Компас работает. Ручка работает, двигается хорошо. Не закусывает нигде. И реймариновские глубинометр и направление ветра. Если работает, то всегда выведены такие знатные лебедочки. Крутятся. Ну вот я стою прямо над головой гик 1.80, 1.70, 7.78, не больше стоит гик, но в целом в нижней части можно быть. Так, ну тут, конечно, рундука комната. Просто можно залазить и быть здесь. Там еще что-то в боковой. В общем, но сказать, что здесь прям много чего есть, по факту ничего тут нет. Заходим. Ступенечки интересные. Ой, большая. О, глубоко заходим. Так, ну здесь прям 2 метра смело. Велик. Пахнет теплом, но не сыростью. Не пахнет сыростью. Очень большая кухня. Хорошая такое здесь мойка. Там холодос, видимо. Ну как очень. Нормально. Не вдоль стенки. Но вот это... А, это электричество, это газовое. Все, я понял. Тарелочки, это все есть. Тут какая-то челочка-мелочевочка. Это что, это плойка или нагревать вагины? В общем, флаг, ачичи, иконочка, конечно же.
книжки, вентилятор. Пошли вперед. Ну, здесь прям высоко. Реально, очень высоко. Ну, даже 1,20 м может вообще. Вон там чуть-чуть есть подтекание здесь, учитывая, что есть легкие подтекания здесь. Но не лежит вода. Чуть-чуть там, чуть-чуть тут. Интересно, шкафчики открываются. Девочкина комната. Шкафчики интересно открываются. Угу. Здесь аж две стороны. В эту сторону мы имеем туалет, раковина откачной. Та-дам. Ну, тоже чистенько, не пахнет. Здесь мы имеем девочкин дальше шкафчик. Продолжение девочкина шкафчика. Какая-то девочка пользовала данным лодкой. Так, ну давайте заглянем сначала в территорию. Капитанский мостик здесь, конечно, опять же, здесь везде проход божественный. Что-то есть. Навман. Старая рация, старые приборы. Вот эта красотка, собственно, которая здесь обитает. Шляпки. Шляпки, безусловно, нужны. Шляпки. Вот автопилот. НАСА, да? Здесь доступ к английскому все. Еще один холодильник, либо удерживающий. Просто тепло. Здесь уже иду согнутый немножечко, где-то до 1,50 м. Здесь уже не встаю в рост. Это мальчиковая комната. Большая компания. И еще свой туалет. Вообще, конечно, такой корсар. Здесь хорошая двушка. С хорошим наверняка под низом пространством. Байки, площадь и прочее. Тут всякая штука. Хорошо становится эти на свои места в пазах. Чётенько. Опять же, сравнивая с моими, там как-то просто набраться. Здесь что-то еще есть. Пынь-пынь-пынь. Пойдем мотор посмотрим. Ну, аккумулятором, конечно, уже грусть и печаль. Как-то не так даже смотреть, вот так надо. Так, вот тут вот есть слабиночка, видим водичка рыжая, может быть из охлаждающей системы, но в общем мотор выглядит хорошо, очень свежий. Да, тут тоже, ну прям недавно его подключали, свежие трубки выхлопных систем, все чистенько, только вот рейлинг, видите, не покрашен, а сам мотор отличный, по-моему он сказал, что новый, но тут надо проверять. Итак, вот такие варианты предлагает рынок. Что еще забыл упомянуть, из видео за 3-4-5 тысяч остался Альбин Балат 30, буквально за там 3500, поэтому посмотрите этот обзор, он есть на канале, можно его тоже забрать. Далее, спасибо, что досмотрели до этого места, это благодарочка. Если поставите свой жирнющий лайк, большое спасибо еще раз. Ну, а за комментарий это уже прям низкий поклон. Вот. Оставайтесь с нами, приезжайте в Грецию, присоединяйтесь к нам на нашу лодку, встречайтесь, будем очень рады. И до новых встреч на просторах.